Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Презентацию коллекции Chloé осень-зима 2023-2024 на неделе моды в Париже решено было устроить в белоснежном пространстве. Приглашенным зрителям светлое оформление понравилось гораздо больше, чем прошлая локация, где шоу проходило в темном зале с мимолетными яркими вспышками фонарей. Сильная и нежная. Таковой видит свою главную героиню креативный директор дома Chloé Габриэла Хёрст. На создание образов новой модной линейки дизайнера вдохновила итальянская художница средневековья Артемизия Джентилески, что неудивительно для всех, кому знакомы взгляды и убеждения Хёрст. Ведь главная тема творчества Джентилески – способность и сила женщин отстаивать собственное достоинство. Для Габриэлы и ее сторонников художница стала иконой современных феминисток. И потому не первый сезон подряд ведущий дизайнер Chloé продолжает представлять на фэшн-сцене свою трактовку новой женственности, вновь повторяясь в рассуждениях о феминизме, а еще об устойчивом развитии и экологии. При этом Хёрст подчеркнула, что значительное расширение прав и возможностей женщин является силой добра. Модельер уверена, сегодня в модных образах не должно быть воинственной агрессии. Изменить окружающий мир в лучшую сторону поможет наука, а творчество и художники, несомненно, помогут вытащить нас из всей этой жизненной неразберихи. Со слов Габриэлы, представленная на подиуме коллекция – это не наряды для ярких фото в Инстаграм. Здесь нет ничего лишнего. Я с дизайнером совершенно согласна. Все в модных ансамблях выглядит целостно и максимально гармонично, с явным акцентом на уют, тепло и комфорт без ущерба стилю и трендам. Основная ставка сделана на одежду из кожи, мягкой замши, меха. Здесь стоит вспомнить известный факт, что, являясь ярой сторонницей осознанной моды, экологичности, сохранения и защиты природы, Хёрст для пошива модных нарядов выбирает именно натуральную кожу. Не веганскую, не искусственный эко-аналог, не полученную из какого-то технического топлива, а настоящую, изготовленную из шкур крупного рогатого скота. Ведь, как утверждает дизайнер, для меня кожа – это побочный продукт мясной промышленности, то есть отходы производства. И здесь все соответствует экологическим стандартам, а значит, никакого вреда окружающей среде. В гардероб на холодный сезон нам предлагают включить кожаные брюки, юбку, пальто, теплую дубленку. Добавить еще стильный бомбер из светлой овчины или кожаной с цветной аппликацией, а также пушистую меховую тунику с высоким воротом. Из интересного, в новой линейке одежда, сшитая из тонких полосочек кожи. Этот прием великолепно смотрится в монохромных луках, но более эффектно проявил себя в контрастном сочетании желтого, белого и черного тона. Наряды в вертикальную цветную полоску, которая с первого мимолетного взгляда больше похожа на принт, чем на лоскутное шитье, появились на подиуме ближе к финалу модного шоу. К слову, Хёрст не раз обращается к технике пэтчворк. Комбинируя порой разные не только по оттенку, но и по фактуре детали, дизайнер напоминает о максимальном сокращении любых остатков после создания очередной новой коллекции. За женственность и красоту в гардеробе Chloé отвечают очаровательные платья, среди которых стоит отметить минималистичные модели на тонких бретелях, ажурные вязаные макси с воротником-стойка, наряды с пышными рукавами, трикотажное платье-кепь и сарафан с невероятно атмосферным рисунком, ставший яркой вспышкой на фоне сдержанной цветовой гаммы, где доминируют черный, молочный и шоколадный. Характерные черты модной обуви – устойчивый каблук, в меру толстая рифленая подошва. Высокие ботфорты сопровождают широкое, немного собранное гармошкой голенище. На босоножках – ремешки с позолоченной пряжкой. Коллекция бренда Chloé получилась свободная, непринужденная и искренняя, и, я надеюсь, заслужила на поставленный лайк. С интересом жду ваше мнение, друзья, в комментариях. Скажу большое спасибо за поддержку канала. Всем красоты, приятного просмотра и теплого, позитивного, солнечного настроения!